Солнечный привет из Греции. Меня зовут Татьяна Веденеева, и мы на высоте 700 метров над уровнем моря. Но по ощущениям, знаете, 7 метров над уровнем неба. Посмотрите, какая красота за моей спиной. Эта красота называется Пиерия и деревушка Пальос Пантелеймонос. Одна из самых красивых деревушек Северной Греции. И о ней я вам сегодня с огромным удовольствием расскажу. Первые дома в этой деревушке начали возводить еще в XIV веке, в самый разгар Средневековья. А вообще поселок обязан своим именем святому Пантелеймону. Согласно преданию, икона, хранившаяся в церкви, защищала его жителей от чумы, которая уничтожила население окрестностей. В 60-е годы прошлого века обитатели старого Пантелеймоноса были вынуждены переселяться на новое место из-за многочисленных оползней, которые постоянно случались после дождей. Электричества тогда в поселке не было, с водоснабжением тоже были проблемы, так что жители потянулись к цивилизации, да и к новому экономическому чуду – греческому туризму. Через пару десятков лет греки вернулись, видимо, ностальгия замучила. Начали восстанавливать полуразрушенные дома, многие из которых в итоге стали мини-гостиницами, тавернами и сувенирными магазинчиками. Видели ли вы когда-нибудь деревянные часы? Наверняка да, вот здесь в Пальос Пантелеймонос они представлены тоже. Отдельная коллекция деревянных бабочек и деревянных очков. О, слушайте, может мне взять, посмотрите, какие. Идет? А здесь продаются травы с Олимпа, ароматные, целебные, и сверху даже написано на нескольких языках, в том числе на русском, для чего это. Вот я уткнулась в афродизиак из дикого овса, гинго биломба, чертополоха, укропа и душицы. Это эфирные масла, тоже с Абдонолимбо. Абдонолимбо или? Абдонолимбо. Салимба, салимба. Да, супер, кепсониса. И пошупились, как говорится по-гречески. Из всех виденных мною восстановленных деревушек Греции, Пальос Пантелеймонос одна из самых живых и душевных. Здесь чувствуется, что восстанавливали ее не ради наживы, а все-таки по любви. Все дома здесь построены в едином македонском стиле из местного камня с красными черепичными крышами, поэтому деревушка так гармонично смотрится на фоне могущественных видов Олимпа и Эгейского моря. Конечно, некоторые дома еще нуждаются в этой деревушке в реставрации, от них сохранились, например, только коробки стен, но даже они становятся интересными объектами для изучения и фотосессий. Пальос Пантелеймонос – одно из самых любимых мест у свадебных фотографов. В разгар свадебного сезона здесь насчитывают по 20-30 счастливых пар в день. Но греки только радуются. Увидеть молодоженов и пожелать им счастья в Греции считается хорошей приметой. Минутка личного. Впервые в эту деревушку меня привез муж, тогда еще будущий, так сказать, соблазнял красотами Греции и знал, чем соблазнить. Тогда он мне сказал, кстати говоря, одно из первых наших романтических свиданий состоялось именно на этой площади, в Пальос Пантелеймонос, под этими прекрасными древними платанами, но горели огни, был вечер, было невероятно красиво. И он мне тогда сказал: ты должна обязательно попробовать гликоту куталью. Гликоту куталью по-гречески. Я, конечно же, заинтригованная, ждала заказ, думала, что же мне такое сейчас странное принесут, что я должна обязательно попробовать. Мне принесли, дорогие друзья, наше варенье. Это гликоту куталью из вишни. Конечно же, немножечко по-другому приготовленное, но в целом очень привычное нам. Его, оказывается, в Греции, и именно конкретно в этой деревушке, всегда подают кофе, считается традиционной закуской кофе. Тогда-то я и поняла, как на самом деле близки наши культуры. Кофе и вишневое варенье. Прямо типичный русский завтрак.
Сейчас я вам покажу один из самых, я бы сказала, самый красивый вид, который открывается из этой деревушки. Вы готовы? Пойдемте. Вот он, Олимп, вся Пиерия, Эгейское море. Мне, честно говоря, иногда плакать хочется от этой красоты. Здесь душа парит, здесь невероятно. Терраса принадлежит таверне гостиницы «Агнанти», и это уникальное место. Цена за номер здесь около 100 евро в день. Весь деревянный декор вырезан собственноручно хозяином, а его жена управляет кухней вот уже не один десяток лет. В таверне «Агнанти» меню достаточно небольшое, но очень традиционное, деревенское, вкусное. Есть как блюда, приготовленные на гриле, так и так называемая магерифта, то есть то, что готовится местными жителями как для себя, то есть в печи, в духовке, в кастрюле. И вот я сегодня заказала ягненочка. Илонушка, ныряй в мою тарелку, показывай ягненка из духовки. Ой, как это вкусно пахнет. Рядом овощи на гриле с бальзамическим уксусом, оливковым маслом. Здесь у нас закуска буюрди, сырная из феты, острого перчика, помидорки. Сам острый перчик, вот он отдельно представлен. Но и греческий салат во всем его домашнем великолепии, дорогие друзья. Подъезжая к деревушке, невозможно не заметить старинный венецианский замок Платамонос. Это одна из самых выдающихся достопримечательностей Пиерии, и я бы очень советовала совместить поездку в Пальос Пантелеймонос с его посещением. Средневековье! Этот средневековый замок-крепость был построен в X веке нашей эры. Но вот что самое интересное, при раскопках было обнаружено, что замок построили на руинах древнегреческого города, в котором жизнь бурлила 2300 лет назад. И здесь можно посмотреть на руины как той древнегреческой жизни, так и, конечно, уже более поздней византийской. В замке стоит обратить внимание на важные исторические и архитектурные памятники, византийскую церковь и жилые дома X века, а также храм XVIII века и часть эллинистической стены. И пушки повсюду здесь, в крепости, как символ основной функции ее, конечно же, оборонительной. Практически все достопримечательности здесь сопровождаются табличками на греческом и английском языке, так что даже если вы здесь без гида, в основном все здесь без гидов, можно почитать и понять, что же все это такое. Тех, кто каждую поездку непременно жаждет соединить с пляжным отдыхом, у подножия замка встречает пляж Пантелеймона. Здесь вас ждет песчаная полоса, чередующаяся вот с такой галечной. Достаточно пологий заход чистое в спокойную погоду море. Сегодня у нас погода спокойная, хоть и немножко облачная, поэтому море очень прозрачное, очень приятное. Вообще место хорошее и приспособленное для отдыха семей с маленькими детьми. Организованные бич-бары, напитки, перекус. Все удобно, приятно, комфортно. Очень хорошо совместить отдых в Пальос Пантелеймонос с посещением замка и потом с отдыхом вот на этом пляже. Ну и, конечно, приятным бонусом идут потрясающие виды на зеленый склон Олимпийской гряды, на венецианский замок и очаровательную деревушку, притаившуюся в объятиях Олимпа. На этом наша прогулка по самой красивой олимпийской деревушке и ее окрестностям, к сожалению, подходит к концу. Мы отправляемся дальше на исследование новых греческих красот.
Подписывайтесь на мой канал, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Если у вас есть какие-то вопросы относительно путешествия в Грецию, нашей жизни здесь, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях или отправляйте мне личные сообщения. В Фейсбуке я Тати Вива, найдите меня и там. И будем вместе с вами открывать новые, красивые места Греции. Пойду снимать дальше.